Привет, меня зовут Даниил. Это первый выпуск из цикла Distortions. Подробнее о концепции этой передачи и о том, как записывается звук в нулевом выпуске Distortions. А этот выпуск посвящен Boss Metal Zone. Ну и чтобы не затягивать болтовню, давайте перейдем к первому примеру. Плюс этой примочки в том, что запас гейна у нее такой, что хватит любому, с любыми датчиками. Но с ее эквалайзером гораздо сложнее нарулить хороший звук, чем какой-то очень страшный. Так что у примочки очень много фанатов, очень много также и хейтеров. Ну и в последнее время появляется все больше людей с таким адекватным более взглядом, что сегодня, конечно, есть много примочек дисторшена, которые звучат лучше, чем Metal Zone. Но у Metal Zone все-таки есть свои плюсы. У меня эта примочка очень давно, это фактически вторая гитарная примочка, которую я вообще себе приобрел. Ей уже, наверное, лет 15. Играть я за это время так и не научился. Но когда это нас останавливало? Следующая вещь – это чистый звук. Может показаться абсурдным играть чистым звуком через Metal Zone, но вообще это реально. И вот когда мы с моим другом Сашей Трошковым записывали видео про директбоксы, там был момент, где мне надо было переключаться на чистый звук во время исполнения. И вот этот вот выключатель на Metal Zone, он у меня иногда барахлит. И я боялся, что он не включится или не выключится в нужный момент. Писали мы одним дублем. Поэтому я решил, что Metal Zone у меня будет всегда включен, а я буду переключаться на чистый звук, переключаясь на нековый датчик, переведя его в режим сингла с помощью отсечки и прибрав громкость. Таким образом, получается, в принципе, пригодный компромисс. Если вы понимаете по-русски, рекомендую посмотреть канал Hard Sound. Если понимаете по-английски, Wampler Pedals. И там на обоих каналах есть интересные видео, где они рассматривают схему Metal Zone в подробностях. И один такой интересный момент — это то, что характерную атаку Metal Zone придает фильтр, который поднимает 900 Гц. Этот фильтр стоит практически в самом начале схемы. Но, зная это, можно его скомпенсировать
и сделать металзон менее металзонным с помощью эквалайзера. Вот у меня сейчас гейн стоит достаточно так много гейна у меня, да? Теперь я включу эквалайзер. Это с одной стороны. С другой стороны можно сделать звук другой педали дисторшена, как раз более похожим на металзон, подчеркнув вот эти вот 900 Гц, поставив эквалайзер опять же до педали и подняв там эту частоту. Сейчас я тоже попробую это продемонстрировать. Вот у меня есть такая педаль Behringer, которая имитирует DS1. И звучит она вот так без эквалайзера. Теперь мы поднимем на входе эквалайзером 800 Гц. Ну, давайте все это отключим и перейдем к следующему примеру. В последнее время я видел несколько таких роликов на YouTube, которые говорят, что на самом деле металзон якобы был задуман для того, чтобы использовать его в качестве преампа, а не для того, чтобы подключать его в чистый канал усилителя. Ну, вообще, чистый канал усилителя убирает середину. И я думаю, что с использованием эквалайзера металзона можно нормальный звук получить и подключаясь в преамп чистый, и напрямую в оконечник. В общем-то, то, что его можно использовать как преамп, также означает, что его можно использовать напрямую в спикер-сим, что может быть полезно, бесспорно, в каких-то ситуациях. Вот. Ну, я не могу здесь на процессоре это продемонстрировать, потому что не могу отключить преамп, не отключая спикер-сим. Да, кстати, что касается отключения и преампа, и спикер-сима, ну, вот этот звук, который мы знаем и любим, это металзон, подключенный в линию. Так делать не надо. Ладно, последний пример. На этом примере тоже ритм-партия, как и в третьем примере, записана на нековом датчике в отсечке. Ну вот на этом пока все. В следующих выпусках будут другие примочки. Не обещаю, что эти выпуски выйдут скоро, но когда-нибудь они обязательно выйдут. Всего доброго, будьте здоровы!